Всем хай, зрители и подписчики моего канала, с вами Владимир Сусайн. И сегодня в ролике я решил пройти один блок в Майнкрафте. Сегодня я попытаюсь достаточно расширить свою область, на которой я смогу бегать. Ну и также попытаться добыть себе хотя бы железный нагрудник. По возможности добыть полностью железный сет брони. Ну и сделать какое-никакое укрытие, чтобы после того, как я проживу 3 ночи, меня не доставали фантомы. Но перед тем, как я начну выполнять все свои задумки, я вас попрошу поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать больше таких видео. Также подписаться на мой телеграм-канал. QR-код вы видите у себя на экране, а ссылочка будет на мой телеграм-канал в описании под этим видеороликом. Ну, а я не буду затягивать и буду начинать свое выживание на одном блоке. И сразу полетели какие-то достижения, и я сразу же потерял 3 блока. Просто они мне не падают в инвентарь. 4-й блок, как мне расширяться, ура! 1-й блок. Я нашел место, где более-менее у меня ловятся блоки, хотел сказать, но не особо как-то сильно получилось. Сейчас я хочу добыть как можно больше блоков, в котором я смогу построиться. Желательно сейчас, конечно же, найти дерево. А вот и дерево. Прям как по заказу. Я сейчас сразу же его беру и делаю вот такую пометку, то что вот этот блок всегда будет бесконечный. И если я не ошибаюсь и правильно помню, трава даже вот так вот тоже сможет перерасти сюда. Поэтому в будущем у меня все мое поле, которое я сделал из земли, допустим, здесь будет грядка, а здесь это будет загон с животными, то это все зарастет травой. Если я, конечно же, правильно помню. И сейчас, когда я уже расширил свою территорию, мои блоки уже не будут падать вниз, и я смогу их все, которые сейчас будут падать, сохранить и забрать себе в инвентарь. Пока что, честно говоря, я не планирую делать никакие инструменты, пока не встречу свой первый камень. И как вы можете увидеть, я уже сломал 50 блоков из 150. Не знаю, честно говоря, что будет, когда я добуду 150 блоков, но скоро узнаем. Потому что с каждым добытым блоком я к 150 приближаюсь. Уже я добыл 60 блоков. Честно говоря, я что-то постоял, пока подумал, то что я тут ломаю блок очень долго, я уже потерял, ё-моё, 4 доски. Надо все-таки еще чуть расширить свою платформу. Чем я прямо сейчас и займусь. Немного дам блоку отдохнуть. И я получаю какие-то достижения. Просто за то, что я сделал квадрат 5 на 5. При этом добыв уже 75 блоков. Честно говоря, я думаю сейчас сделать себе верстак. Поставить его куда-нибудь вот сюда вот, пока что.
Вот, о чем я говорю. Вот видите, трава уже сюда перебралась. И вот по этим верстакам тоже трава должна быть. Я вот сейчас покажу. Нет, убралась. Сейчас я поставлю сюда вот верстак. Сделаю себе деревянный топорик. Потому что дерево добывается достаточно долго. Ну и все равно рано или поздно мне придется делать палки, чтобы добыть. Делать палки, чтобы можно было добывать камень. Поэтому будем чередовать руку с деревянным топором. И мы уже добыли 105 блоков. А это что значит? То, что мне осталось добыть всего лишь 40 блоков до 150. И на 150 блоков что-то произойдет. Ё-моё, я испугался. За землю мне выдается... За 4 земли я могу купить 8 дубового бревна, также 16 угля, и за 16 булыжников, которых, к сожалению, у меня пока что нет, я могу купить яйцо призыва коровы. Честно говоря, я бы купил 32 угля, потому что в будущем это, конечно же, пригодится. Дерево, с деревом пока что я нужд не имею. Проблем у меня с деревом пока что нету. Поэтому надо как минимум доломать 150 блоков и сделать себе факела, чтобы злые мобы, не дай бог, тут не заспавнились и не испортили мне весь прогресс. Вот так вот сделаю 4 факела, и можно дальше продолжать приближаться к 150 блокам. И у меня осталось 19 блоков. Блоки сами по себе поднимаются вверх магическим образом. И осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И 150 блок у нас добыт. И у нас активировалась вторая стадия. Я понял о том, что у меня сверху посередине экрана пишется, сколько блоков мне осталось, чтобы перейти на следующий этап. И я как понял, во втором этапе уже должен появиться камень. Поэтому, когда он появится, я смогу уже получить деревянную, а затем уже и каменную кирку. Продолжаем дальше копать. Листва, которые, к сожалению, я пока что добыть не могу, потому что мне тут железо, чтобы скрафтить ножницы. А для железа, чтобы добыть железо, мне нужен камень. Ладно, я не буду переключаться и тратить время, я не буду переключаться между топором и рукой, и буду добывать все топором. И я уже добыл 174 блока. И пока что без каких-либо нежелательных появлений зомби, скелетов, пауков, не дай бог криперов, ну и эндерменов. И у меня сломался деревянный топор.
Но это не беда, потому что сейчас идут блоки, которые ломаются достаточно легко рукой. Конечно, дерево добывается достаточно долго, но мы уже добыли 200 блоков. И мне выпал первый саженец. Первый саженец, а это значит, что мне надо, получается, от своего главного острова отстроиться на 8 блоков примерно. Вот сюда вот поставить саженец. И это место еще сделать примерно второй свой остров. Чтобы, когда саженец вырос, во-первых, яблоки, палки и также саженцы падали мне падали сюда. И я посажу этот саженец ровно посередине и также поставлю 4 факела, чтобы ему было не темно и чтобы тут тоже не спавнились монстры. Вот теперь торги поменялись? Не поменялись. Жалко. И продолжаем дальше ломать свой один блок. Свой единственный способ добыть какие-либо блоки, помимо дерева, который сейчас я добываю рукой и который сейчас растет у меня на этом прекрасном 5 на 5 квадрате и земли, который в будущем будет полностью зеленым. И пока я тут болтал, я уже добыл 230 блоков и потерял жителя торговца, который провалился по своей же глупости и по моей тоже в этом же числе, потому что надо было его оттолкнуть и закрыть блоками, чтобы он не выбрался. Провалился сквозь ломающийся блок. Ну ладно, надеюсь, какой-нибудь новый житель придет, и я уже не допущу своей ошибки, которую я допустил, и уже следующего жителя я закрою и спасу. О, а вот новый житель. За 4 земли мне падает лед, который я сразу же 2 кусочка покупаю, потому что, чтобы получить бесконечный источник лыжиков, мне нужна лава и вода. С водой сейчас, конечно же, проблема. И картофель, который я тоже покупаю, и покупаю я его по максимуму, то есть 64. И у меня выросло дерево, которое я с очень хорошим удовольствием добуду. Потому что дерева в будущем мне понадобится достаточно много. Все, пусть саженец посажу, и пусть падают саженцы, палки и яблоки. И после того, как он прокачался, мне упала цена. Это хорошо. И, честно говоря, надо все-таки скрафтить сундук хотя бы один, чтобы туда складывать вещи. Я положу его, пожалуй, подальше от своего блока, потому что, честно говоря, я не знаю, что можно ожидать от врагов. Поэтому я вот скрафчу еще один деревянный топор на всякий случай. Вдруг заспавнится какой-нибудь злой моб. И нам осталось 50 блоков до 300 добытых блоков. Осталось 40 блоков до 300. Пишите в комментариях, нравятся вам такие рубрики. Продолжать мне записывать такие рубрики.
Также пишите в комментариях, делать мне почаще стримы или делать их раз в неделю. Смотря, конечно, когда вы этот ролик смотрите. Потому что я планирую на нынешний момент сделать 2 стрима на неделю. Но я не буду стоять и без дела, смотреть на прекрасную луну, которая сейчас уже уходит вниз, и на прекрасный рассвет. Я буду смотреть на рассвет, добывая блоки. Ой, у меня почти опал уже полностью, опало мое полностью дерево. Принесла мне еще 2 саженца и пару палок. И мне осталось добыть всего лишь 10 блоков. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И третий этап наступил. Третий этап. Если во втором этапе у меня камня не было, что значительно усложняет мое нынешнее развитие, то буду надеяться, что выпадет мне уже в третьем этапе камень. Поэтому я сейчас пойду и скрафчу себе кирку. Очень сильно мне хочется скрафчить себе кирку. Я хотел взять дерево и забыл, что я только что добыл 20 бревен. Сделаю себе кирку и сделаю себе меч, потому что топор скоро сломается. А мечом я пока что не пользуюсь, поэтому как-то так. И сделаю себе тогда уж еще один топор себе под запас, потому что у моего топора осталось совсем немного прочности. Точнее сказать, 5 прочности. И также в моих планах, я думаю, расширить еще немножко территорию, поэтому расширяем еще немножко вот такую территорию и сюда тоже сажаем дерево. Фу, повезло, еще и земля. И сюда тоже сажаем дерево, и надо сделать еще факелов. Не зря я все-таки столько купил того жителя угля. Продолжаем расширять свою территорию. У меня получается вот на нынешний этап вот столько территории, которые пока что принадлежит мне. Житель, я не хочу тебя закрывать, потому что я как понял, вы все через какое-то количество блоков заново появляетесь. И это в этом нет никакого смысла вас куда-то либо закрывать. И не зря я спрятал, точнее скрафтил каменную кирку. Потому что у меня уже появился в одном блоке булыжник. А это в ближайшем будущем получается печка, железо, золото, тот же самый уголь. И самое главное, это каменные инструменты. Поэтому надо было все-таки дотерпеть и скрафтить себе сразу каменный меч, а не деревянный. Ну ладно. Как-нибудь переживем. Потому что я думаю, если будет слишком много мобов, то я своим деревянным мечом их победю, то есть выиграю, и уже доломаю его. Либо буду им ломать листву и траву.
чем, в принципе, я так думаю, буду его тратить. И мне хватает, чтобы сделать себе печку, которую я тоже поставлю сюда и, пожалуй, перенесу отсюда верстачок. Пока что буду сидеть на этом острове, будут чисто добывать блоки, на этом будут выращиваться дерево и находиться все мои вещи. Ну, чтобы вдруг появится крипер и подорвет мне тут все. А так подорвет мне только квадрат 5 на 5. Поэтому продолжаем ломать дальше блок. И я уже приблизился к 350 блоков. Осталось, получается, сломать 4 блока. 3, 2, 1. И 350 блоков у меня добыто. И пока что, кстати, самое интересное, ни одного железа. И камень перестал падать. Очень странно. А вот и камень. Прям по запросу. И, честно говоря, я думаю, надо все-таки расширить все тут мосты между территориями. Потому что уже блоки могут долетать до туда и ломаться. И падать вниз, в пустоту. И я понял то, что жители меняются местами с теми жителями, которые у меня были. Поэтому у меня семена пшеницы куплю 16 штук. В будущем все равно ферму придется делать. И свинки. У меня камней не так уж и много, поэтому пока что покупать я их не могу. Продолжаем ломать блок. Осталось всего пару блоков, и мы уже будем на половине от того, сколько блоков надо добыть до новой стадии. Осталось 10 блоков до половины. И первое у меня появилось яблоко. Первая наша еда, которая у меня сейчас есть. Пока что она мне не особо сильно нужна, потому что голода я фактически не потратил. Но а на этом, на такой прекрасной ноте, на почти что ровном числе добытых блоков, я закончу первую серию одного блока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать больше таких видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. QR-код вы видите у себя на экране, а ссылочка на мой телеграм-канал будет в описании под этим видеороликом. Ну а с вами был Владимир Сусайн и один блок. Увидимся уже в следующей серии или на других роликах на моем канале. До новых встреч!